Друзья, привет! С вами Маргаret. Сегодня проговорим и поговорим про Турцию, про Стамбул. Я дам свои рекомендации, где же лучше остановиться, чтобы это было безопасно и было удобно, комфортно во всех смыслах. Смотрите, я буду говорить только из личного опыта, из опыта моей семьи. Мы за последние полгода вот уже 2 раза летали через Стамбул и осознанно продлевали свое пребывание в Турции, то есть там 2 недели мы были первый раз, второй раз, по-моему, 3 недели. Ну, то есть мы немножко там гуляли, отдыхали, развлекались. И, то есть, специально взяли немножко больше. Я не знаю, конечно, если вы там оставаться будете там день, то, наверное, нет смысла, вы возьмете где-то недалеко, вот возле аэропорта, или вообще не будете выезжать из аэропорта. Но это больше информация для тех, кто любит отдыхать, как мы, дикарями, приехать, снять в Airbnb какой-нибудь апартмент в хорошем месте и наслаждаться культурой, гулять, развлекаться и отдыхать. Значит, район этот называется Мода, мне он очень нравится, и рядом у него еще есть район Кадыкой, они прям рядышком находятся. Оба этих района мне очень нравятся, они достаточно безопасные. Кроме того, ну, в принципе, наверное, большинство районов в Стамбуле безопасны, хотя, не знаю, ну, есть там также русские районы, про них я не буду говорить даже, мы там не останавливались, и такой цели и задачи не было, потому что мы все-таки там как туристы, а не как ПМЖ. Соответственно, вот, Мода Кадыкой, чем мне он нравится? Мне нравится он тем, что он, ну, как я уже сказала, безопасный, он красивый, очень уютный, спокойный. При этом, ну, не стоит, наверное, все-таки останавливаться прям возле где-то метро, отель снимать или апартменты, да, возле метро, не будет спокойно, естественно. Нужно немножечко подальше, но при этом все наши квартиры, которые были, мы пешком могли дойти до метро спокойно, до метро, до паромов. Все вот это вот удовольствие и блага, что ты можешь переплыть на другую сторону спокойно. Это у них обычный автобус, так скажем, по волнам. Вот, 20-30 минут, и ты уже на другой стороне, там, где все, пожалуй, точки туристические, архитектурные решения разные, красивые, прекрасные. Вот, при этом тут же метро, ты можешь сесть, доехать там до какого-то торгового центра поблизости, тоже прогуляться, пошопиться и так далее. Там же возле метро есть большущий базар, можно что-то на базаре купить, там же можно куча кафе покушать, там же есть русский ресторан, кстати, неплохой, хороший. Если вы вдруг за неделю соскучитесь по русской еде и вам надоест кушать, я не знаю, мясо, шашлыки, то, пожалуйста, вперед, можете взять и пойти в русский ресторан. Что еще? Наверное, вот про безопасность я сказала, про туристическое место, в принципе, такое удобное, что ты можешь все иметь рядом. Ну, конечно же, куча магазинов разных в плане купить какие-то продукты и приготовить еду, если это необходимо. Тоже есть в полном объеме, их очень много. Также, что еще? Кроме этого, метро удобно, я уже сказала. Легко можно добраться в любое место. Безопасно, спокойно. То есть, в принципе, такое место очень приятное, при этом гулябельное. То есть ты можешь выйти из своей квартиры, пойти прогуляться. Очень большой плюс. Вдоль вот этих двух районов набережная. Прекрасная парковая такая зона у них, камушки вдоль, достаточно длинная очень эта набережная, мы там часто очень гуляли, практически каждый день. Кроме этого, вдоль этой набережной есть несколько детских площадок, если у вас есть дети и вам это актуально, на разный возраст, на разные увлечения, разные тематики. Единственное, немножечко бы вам порекомендовала быть поаккуратнее с бродячими собаками вдоль этой набережной. Ну, они на людей не нападают, как правило, но могут у них происходить стычки с животными, с собаками, которые выгуливаются с хозяинами. Я вот была свидетелем такой стычки, это было очень страшно, неприятно.
И я думала, блин, ну почему же у них до сих пор гуляют собаки? Ладно, коты, это очень круто. Мы сами с дочкой покупали большой пакет кошачьего корма и ходили каждого котенка там кормили. Это такое, не знаю, увлекательное занятие. В Турции обожаю это делать. Вот, но с собаками сложнее. Их вроде бы там их кормят, ухаживают за ними и все такое. Но там вот пришла девушка молодая со своей собакой. И, ну, собаки, сами понимаете, они отстаивают свою территорию. И, в общем, им почему-то именно эта собака не понравилась, и они начали толпой бежать на нее. И это ужасно. То есть действительно просто настолько страшно. Женщина сама испугалась, она вцепилась тоже в поводок этой своей собаки, они побежали, она начала кричать. Тоже прибежали, правда, благо какие-то работники парка отогнали стаю собак, там было больше 3 собак, которые бежали вот на ее собаку, она была с ней, ну то есть собака не маленькая, при этом, я не знаю, ну, среднего размера. В общем, вот в этом плане мне было немножко некомфортно, скажем так. А в остальном все очень расслаблено, все очень здорово, поэтому мне, не знаю, очень нравятся 2 этих района, очень здорово там гулять, очень удобно, все удобно, вот реально просто очень такое удобное место. При этом, когда мы выезжали в какие-то другие районы, типа, я не вспомню их, как они называются, там, где на другой стороне Стамбула, там, где много достопримечательностей, и там просто вот так вот много-много-много-много людей. И я думаю, блин, как хорошо, что мы не сняли именно здесь где-то жилье, потому что там вот и настроены они вот так, и много-много людей, все ходят, вот, мы в более спокойном реальном месте жили, не натыканные дома, хотя все равно достаточно плотная застройка, но при этом как-то комфортно, достаточно просторно, места хватает всем. Вот, кафе вокруг очень много, вкусных, хороших, там это аллея ихняя, мода, где куча кафе, мы там много где были, очень вкусная еда, конечно, турецкие завтраки, отдельная сказка и песня, поэтому я не представляю даже, как можно поехать в Турцию и не поесть турецких завтраков, это прям обязательно. Мы практически каждый день ходили на турецкий завтрак, и это очень удобно, потому что ты приходишь, турецкий завтрак, он достаточно большой, очень объемный и сытный. Ты наедаешься на целый день практически, то есть ты покушал вот так хорошенько и отправляешься гулять. И вот мы гуляли почти до 4 вечера, и только в 4 вечера мы проголодались, и только тогда мы шли уже где-то обеда-ужинали, потому что вечером мы уже там просто что-то в магазине брали, какие-то овощи, фрукты, догонялись ими вечером, потому что уже не хотелось особо есть, то есть нам вот эти 2 таких рациона питательного в день нам хватало, вот, поэтому рекомендую вам все-таки там остановиться, попробовать, не знаю, надеюсь, что вам это понравился, этот район, как и мне, влюбитесь в него бесконечно. Вот, потому что, ну, реально это очень удобно, очень комфортно, все рядом есть, хотя, наверное, в большинстве больших турецких городах, во всех районах есть более-менее хорошая инфраструктура и развитые магазины, и транспортная развязка. Но, тем не менее, здесь это прям в одном месте, все в одной точке, все рядом, все можно пешком дойти, и это бесценно просто. Вот, спасибо, что оставались со мной, досмотрели это видео до конца. Надеюсь, вам это было полезно. Всегда ваша. Пишите, спрашивайте, если вдруг какие-то вопросы остались, или вы уже хотели бы тоже что-то порекомендовать и рассказать, где бы вы рекомендовали остаться, потому что у всех людей разное мнение, разный взгляд и разные потребности. И welcome в комментарии.